Так, всем привет, я в эфире. Как обычно, в 19:00 по московскому времени я организовываю эфир «Все обо всем». Каждую среду он проходит, этот эфир, на этом YouTube-канале, на моем YouTube-канале, посвященному сексологии и психологии, в 19:00 по московскому времени. Ну что, ждем первых участников, ждем первых, кто подцепится из клиентов, кто присоединится к нам. О, уже первые люди есть. Спасибо большое. Напоминаю, задавайте вопросы, пишите комментарии, я буду на них отвечать. Также можно комментарии писать к записи этой трансляции. Запись останется на моем YouTube-канале, запись чата будет. Пишите там также комментарии, буду на них отвечать. Делиться своим опытом, знаниями, рассказывать, что могу, что знаю и о чем хочу. Вот так. У меня тут кофе. Фух. У нас утро. Ну как утро, уже к обеду подходит. Время 11:00 по местному времени. Мы сейчас путешествуем по Мексике. Плая-дель-Кармен. Находимся в городе. Через месяц, кстати, 2 октября мы купили билеты в Майами. Полетим в США. Изначально хотели в Лос-Анджелес, но сейчас полетим в Майами. Вот такой вот у нас план. Еще в Мексике нужно сделать кучу дел у нас запланировано. А потом USA. Фух. Потихоньку подбираем там жилье, смотрим, где будем жить. Майами-Бич, либо даунтаун, либо что-то, не знаю. Мы еще пока смотрим, как всегда, на Airbnb смотрим жилье и на Фейсбуке маркетплейсы. Вот так вот. Ну ладно, это будет через месяц. Теперь давайте вернемся сюда, к этому эфиру. Задавайте вопросы, пишите. Буду на них отвечать. Что еще рассказать? Сейчас что-нибудь. Сегодня записывал видео в Инстаграм про то, что я каждый день медитирую. Более 2 или 3 лет уже, я уже там сбился со счету. И то, что медитация меняет жизнь. Медитация – это крутейший инструмент по трансформации. Медитация – это там, где мы работаем с нашим умом, с нашей психикой, с нашим сознательным, бессознательным, разумом и так далее. И на своем личном примере я говорю и, как сказать, и я убежден, что медитация – это крутой, эффективный способ. Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он супер-мега-эффективный. В-третьих, у него есть накопительный эффект. Это по работе с нашими убеждениями, страхами, противоречиями, тревогами различными. Вообще, это ты по-другому смотришь уже на мир. Более, там, не знаю, лучшим взглядом. Ты развиваешь такие навыки, как принятие, такие навыки, как наблюдение, такие навыки, как концентрация. Очень-очень хорошо развивает медитация. Ясность ума, ясность сознания. Отслеживаешь различные паттерны мыслительные, которые были до этого. Ну, в общем, медитация – это крутейший инструмент, и советую всем медитировать. Кстати, я являюсь преподавателем медитации Mindfulness. Медитаций бывает большое количество, их видов очень много, и мне лично нравится, и я преподаватель Mindfulness. Ну, я и другие виды медитации делаю и практикую. То есть тут не нужно зацикливаться на чем-то одном, тут нужно на опыте, кому что нравится, то и делать. Там, где вы видите эффект, то, что у вас получается, то, что вы трансформируетесь, то, что ваша жизнь становится более лучшей, то и делайте. Вот так вот. Так, про медитацию я рассказал. Что еще рассказать? Также давайте, наверное, расскажу про СТОСН. Тематика этого канала – это СТОСН – синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. И я работаю с клиентами как в индивидуальной сессии,
То есть одна сессия, так и групповые, не групповые точнее, а как терапия, около 5 сессий. Все в зависимости от вашего запроса, от глубины стосна. И я решаю эту проблему. Есть у меня сайт stosna24.ru, вы можете посмотреть там различные отзывы, мои методики, как я работаю, что я делаю, какие направления и так далее. Заходите на сайт stosna24.ru, вы все сами увидите, все сами посмотрите. Также это канал про психологию. Я не только работаю со Стосном, но и с различными другими психологическими проблемами, которые есть. Комплексы, страхи, убеждения, отношения. Да, у каждого что-то свое, опять же, все индивидуально. И благодаря моей работе не мы точнее, а клиент и его запрос удовлетворяется. Он либо избавляется от того, чего хочет, либо вносит и в его жизни появляется то, что он хочет. Ну, я сейчас так образно говорю, ну, это так. Так, мы с вами уже тут 5 минут, 6 минут даже. Пишите вопросы, задавайте комментарии. Не забывайте ставить лайк. Так все блогеры говорят. И я так тоже скажу. Чем больше комментариев, чем больше лайков. Там, мне это элементарно мотивирует выходить каждую среду в 19:00 по московскому времени в прямой эфир, отвечать на ваши вопросы, рассказывать, делиться что-то, о чем мне интересно, о чем вам интересно и так далее. В общем, задавайте вопросы, пишите комментарии. Ой. У нас тут жара снова. Плюс, не знаю, плюс 30 с чем-то. До этого были дожди неделю, погода была классная. Даже так удивительно, этот город не предназначен, мне кажется, для дождей. Тут нет ливневок, тут, ну, как-то, мне кажется, люди вот с такими вот глазами, когда идет дождь, они к этому просто, мне кажется, не привыкли и не готовы к этому. Ну, вот тут целую неделю, ну как, там, в день он, не знаю, минут 30, может, час польет, там, может, пару раз в день. А потом снова жара. Жара такая, что если находиться 30 минут на улице, то может поехать крыша. Мы когда идем до моря, нам до моря примерно идти пешком, до Карибского моря, ну, около 30 минут. В общем, если мы забываем дома надеть кепки и панамки, то когда доходим до моря, уже крыша полностью едет. Тут очень важно, то, что жара, климат, своя специфика откладывают, делают большой отпечаток на нашу жизнь, на наше психологическое и физическое состояние. Вот так вот. Что еще рассказать? Ну, давайте, наверное, опять же напомню, что у меня есть 3 YouTube-канала в совершенно разных сферах. Первый YouTube-канал – это по сварке связан, там 5000 человек. Второй YouTube-канал – это вот по сексологии и психологии, связан со Стосном, и они все совершенно разные. И третий YouTube-канал посвящен медитациям, так как я преподаватель медитации, mindfulness и наставничеству, так как я еще работаю как наставник с своими клиентами по запросам. Наставничество веду 2 месяца. Это 8 сессий, встречаемся каждую неделю. Запросы все индивидуальные, опять же. У каждого из нас есть хотелки, мечты, желания. И с этим приходит на наставничество. Мы работаем, и человек достигает своих целей, реализовывает свои мечты, получает то, что он хочет, благодаря нашей совместной работе в наставничестве. По ценам на наставничество пишите личные сообщения, я вам отвечу, сколько сейчас стоит. Ну, хотя сейчас у нас август. Какой? Да, сегодня у нас 30 августа. Дело в том, что в августе у меня цена 60 тысяч рублей за 2 месяца работы в наставничестве, а в сентябре у меня повышение 120 тысяч рублей по работе в наставничестве 2 месяца. Вот такое вот повышение. Дорого это или мало, вопрос другой. Ну, когда я ставил цену 60 тысяч рублей, я понял, что я, как сказать, даю гораздо больше. И 120 тысяч рублей – это более адекватная цена. То, что мы работаем по тем целям, по тем задачам, по тем хотелкам, которые клиенты достигают. На самом деле это мало, даже 120. Вот так вот. Я сам был в наставничестве, работал
Это было круто, это было трансформирующе. Я до сих пор, мне кажется, пожимаю те плоды, которые были лично у меня в работе по наставничестве, когда я был в качестве ученика, когда я в качестве клиента был, вот так скажем. Фу. Так, уже 10 минут с вами разговариваем, задавайте вопросы, пишите комментарии. Напишите, кто, откуда, из какого города, какая у вас сейчас погода, вот так, чтобы разрядить обстановку. Напишите какой-либо психологический запрос, либо вопрос, давайте я поделюсь своим мнением, расскажу свой опыт, мое видение, мой взгляд на мир, мои знания, опять же, это самое важное. Я вообще думаю, то, что в нашем мире самое ценное – это два таких пункта, две таких вещи. Первое – это информация, это знание. Кто владеет информацией, кто знает чего-то большим, я думаю, это валюта там 21 века. Не деньги, а именно информация и знания. А второе – это опыт. Потому что знать много и прочитать миллион книжек – это одно, а применить и на своем опыте прожить что-то, реализовать что-то, сделать – это совершенно другое. И вот знание плюс опыт – это две самых больших валюты, самых дорогих валют в нашем мире. И это круто, когда есть у человека и знания, и опыт. Но не только, допустим, есть опыт, но знаний никаких нет. Можно делать каждый день одно и то же на протяжении 35 лет, но, там, не знаю, никуда не двигаться, стоять на одном месте. Опыт есть. Привел к какому-то результату. Ну, опять же, тут все индивидуально, смотря чего вы хотели. То есть знания и опыт работают в связке, работают в комбо такое. И когда есть и то, и другое, это прям, это круто. Это вот так вот. Так, кофе у меня закончилось. Еще тут стакан с водой. Стараюсь пить после стаканчика кофе стакан воды. Вот так вот. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду на них отвечать. Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Кстати, как меня слышно, видно? Напишите, все ли нормально, все ли окей. Я буквально сейчас на секундочку зайду в телефон. Так, все, я с вами, я тут. Фу. Так, напишите комментарии, спросите меня о чем-нибудь, и я поделюсь. Я в самом начале рассказывал то, что мы взяли билеты в Майами через месяц, полетим. Также я рассказывал про медитацию, что я каждый день медитирую, и это крутой такой инструмент, один из самых эффективных по работе с собой, по работе с своей психикой, сознательным, бессознательным умом, разумом и так далее. Медитация научила, даже не научила, а благодаря медитации у меня появилась концентрация внимания, у меня появилась ясность. Я избавился от многочисленных паттернов различных поведений, что-то там из прошлого. Избавился от большого количества страхов, от тревог. Это просто ясный ум, ясное сознание. Ты совершенно по-другому смотришь на мир, на вещи, на ситуации, на эмоции. В общем, медитация – это крутая штука. Я вот медитирую 2-3 года, ну, ближе к 3, и я знаю то, что я буду продолжать медитировать и через 2 года, и через 3, и через 5 лет, потому что медитация меняет жизнь к лучшему. Это крутой, эффективный инструмент, бесплатный инструмент. Опять же, есть большое количество медитаций, попробуйте разные виды, и это нормально. Поймите то, что для вас важно, то, что вам нравится больше всего, где вы получаете эффект, результат. Так, напоминаю, запись чата сохранится, сама трансляция сохранится. Задавайте вопросы.
О, кстати, еще такой вопрос, наверное, задам уже вам. А, На какую тему мне больше снимать видео, чтобы вам было более интересно смотреть? Объясню, что я имею в виду. Так как этот канал называется «Стосн. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи», там Сергей Витищенко, и я много снимаю видео именно про стосн. Но, опять же, мне интересны и другие темы в плане сексологии и психологии. Вот что было бы вам интересно, на какие бы темы вам было бы интересно посмотреть видео, просто там напишите подсказку, и ваши рекомендации, я их буду учитывать и записывать видеоролики на те темы, которые вас интересуют, те темы, которые вас волнуют, которые вам интересны. Опять же, это нормально тут. Естественно, у каждого там свое видение, каждый что-то хочет свое посмотреть, узнать, изучить, чтобы там по полочкам все разложили как есть, и это нормально. Напишите либо в чате, либо в комментариях те темы, которые вы хотите, чтобы я говорил. Фух. Так, народ что-то то подцепляется, то присоединяется, то уходит, то присоединяется, то уходит. Пока не понимаю, сколько людей в эфире. Не забывайте писать комментарии, не забывайте задавать вопросы, буду на них отвечать. Я уже третий эфир провожу каждую среду в 19:00 по московскому времени. И думаю, до Нового года, ну, вот каждую раз в неделю буду проводить такие эфиры. И я думаю, это ценно, это полезно, это обратная связь, это живое общение. Вот так вот. Что еще рассказать? У меня на моем сайте stosn24.ru есть гайд. Гайд, как самостоятельно решить проблему стосна, синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Для тех, кто хочет сохранить анонимность, для тех, кому нужна конфиденциальность, для тех, кто по каким-либо причинам не может попасть на сессию онлайн и записаться, провести полноценную консультацию 1,5 часа. Есть гайд. Можно с помощью гайда решить проблему стосна. Опять же, по статистике, там из 10 человек 7 человек решают свою проблему с тосно. Опять же, там есть рекомендации, там есть техники, там есть упражнения, которые нужно выполнять. Естественно, гайд это не подразумевает то, что вы там прослушали и все. Ага, я прослушал, а делать ничего не буду. Стос сам идет. Нет, так не бывает. Тут опять же ответственность на стороне вас. Нужно выполнять те рекомендации, те упражнения, те действия, которые там указаны. И тогда стосна не будет. Тогда от стосна можно избавиться самостоятельно. Это нормально, у многих это получается. Как я говорю, по статистике из 10 человек у 7 это выходит. Опять же, тут нужно ваше внимание, ваша энергия, ваше вовлечение в саму работу. Тут нет никакой волшебной таблетки. Пу-пу-пу-пу-пу. Водички попью. Так, что-то сегодня какая-то движуха слабая вообще. Мало кто пишет, мало комментариев. Давайте все-таки, чтобы был взаимный диалог, чтобы я тут не придумывал, не фантазировал, какие темы, которые мне интересны. Давайте вместе общаться, давайте вместе находить общие темы и пишите комментарии, задавайте вопросы. А то так я немножко не понимаю, в какую сторону двигаться, о чем говорить, что транслировать, о чем рассказывать. Фу, тут жарко. Жара. Усы. Сегодня, наверное, побреюсь схожу. Так, ну, чтобы мне всякую ахинею не нести, что я сегодня буду делать, не превращать это в жизнь блогера. Схожу побреюсь, наверное, чуть попозже, воды попью, а может вечером на море схожу, в Карибское покупаюсь, позагораю немножко. Вот чтобы вот такую вот фигню не нести, от вас нужны вопросы, от вас нужны комментарии.
Фу. Давайте еще минутки 2-3 посидим. Если от вас вопросов никакой обратной связи не будет, то, наверное, тогда будем закругляться. Потому что тут сидеть просто так, я думаю, смысла для меня и для вас нет. Если вы просто смотрите и не задаете вопросы, не интересуетесь, как-то коннекта нету, обратной связи нету. Так что предлагаю образумиться и начать задавать вопросы, войти в диалог. Странно, сегодня первая такая трансляция, когда все молчат, когда никто ничего не говорит, все просто слушают, и обычно есть какой-то диалог, обычно есть какая-то движуха. Сегодня прям как-то странно, не так? Окей, ладно. Если вам было ценно сегодняшнее общение, что я говорил, и вы чего-то нового узнали, вы можете оставить донаты. Я прикрепил к описанию этому видео карточку Тинькофф и Сбербанк. Вы можете отправить любой донат 50, 100, 200, 500, 5000 рублей и тем самым выразить свою благодарность. Я, кстати, когда провожу прямые трансляции на своем другом YouTube-канале по сварке, каждый четверг в 19:00 по московскому времени своей аудитории, мне там оставляют донаты 5000 рублей, 3000 рублей. В общем, это приятно. Это мотивирует к тому, чтобы просто элементарно выходить в прямой эфир, делиться опытом, знаниями. И я много ценной информации рассказываю вам, делюсь много чем. И это просто обратная связь, это обмен энергией. Ну так вот, если вам было полезно, если вам интересно, вы также можете сделать донат. Все реквизиты прикреплены к описанию к этому видео. Ну что, ребят, давайте тогда, наверное, закругляться. Я смотрю, сегодня что-то не идет у нас, как-то движухи нету, комментариев, вопросов нету, просто смотрите, наблюдаете и... В общем, так. Я тогда желаю вам хорошего дня, хорошего вечера в Москве уже, ну, смотря по какому часовому поясу вы живете. А может, хорошего утра, если вы где-нибудь в другой точке света. Тогда до следующей недели, в среду, также в 19:00 по московскому времени встречаемся. Подготавливайте вопросы и пишите комментарии. Все тогда, спасибо большое, всего доброго, до свидания.